друзья! Привет! С вами снова Эва и Виталий. Наступило лето красное, прекрасное. и очень жаркое. И поэтому очень хочется есть что-нибудь легкое, освежающее и то, что очень быстро готовится. Согласен. Поэтому мы сегодня приготовим вам сразу два блюда. Два блюда замечательно освежающих и замечательно простых приготовлений. Это традиционный, мой любимый, испанский суп гаспачо. И мой любимый с самого раннего детства, так называемый холодный борщ или свекольник. Я с этим вкусом познакомилась в Литве. Я знаю, что этот суп на свой манер готовят во многих странах. И во всех странах Балтии, в Беларуси, во многих странах. Но мой рецепт, тот, с которым я познакомилась в детстве, я постараюсь сегодня воспроизвести. Начнем. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится, мне во всяком случае понадобится, свекла, огурчик, зелень, редиска, кефирчик и яйца крутые. А тебе? Мне понадобятся томатики, вот такие сливки, они должны быть плотненькие, килограмм томатов. И на этот килограмм томатов у нас пойдет один зеленый перчик, один маленький лучок, буквально 50 грамм огурчика, один зубчик чеснока и 3 кусочка вчерашнего засохшего хлеба, грамм 70. А все это обильно разбавляется винным уксусом. У нас в данном случае уксус из хереса. Его рекомендуют для приготовления гаспачо. Если его нет, не страшно, можно же, правда? Можно взять обычный. Вот. И экстра virgin оливковое масло. Вот, собственно, и все. Не так много ингредиентов. А уж как просто готовить, вы сейчас увидите. Поехали? Поехали. В одну большую емкость натираем на крупной терке свеклу, один большой огурец, 4 редиски и 2 крутых яйца. Нарезаем мелко всю зелень, у нас ее 300 грамм, кинзу, укроп, зеленый лук. Можно еще нарезать петрушку, если у вас есть. Добавляем 1 столовую ложку соли без горки, пол чайной ложки молотого перца и 1 чайную ложку сахарного песка. Все перемешиваем и заливаем литром кефира. Добавляем 200 грамм воды и столовую ложку яблочного уксуса. И еще раз все перемешаем. Все, наш холодный борщ готов. А теперь перейдем к приготовлению гаспачо. Нарезаем черствый хлеб на небольшие кусочки. И складываем в емкость. Очищаем от шкурки огурец. И нарезаем его тоже на небольшие куски. Также режем лук и отправляем к хлебу. Разрезаем зеленый перец, вынимаем семечки и прожилки и нарежем крупно. Измельчим зубчик чеснока и тоже отправим в емкость. У томатов удалим черенок, разрежем на 4 части и все соединим.
Добавляем половину столовой ложки соли, 4 столовые ложки оливкового масла и столовую ложку уксуса. Аккуратно перемешиваем слой томатов. Придавим тарелкой и оставим на 40 минут. Перекладываем томаты с остальными овощами и хлебом в отдельную емкость. Томаты дали сок, надо все хорошенько перемешать. Затем выкладываем часть нашей массы в чашу блендера и пробиваем до получения однородной жидкости. Начинаем. Самая ответственная часть приготовления гаспачо. Открываем крышку. Так, Да. и докладываем И остатки. докладываем остатки. И добавляем 30 грамм уксуса и 80 грамм оливкового масла. Мы пробили все ингредиенты в блендере. Нам пришлось это делать, как видели, в 2 этапа. Поскольку... 2 приема. Да, два приема. Если у кого-то блендер поменьше или едоков поменьше, то можно, конечно, приготовить и меньше гаспачо. Взять полкило помидоров, остальные ингредиенты, соответственно, пропорционально уменьшить. Остался последний этап. Да, нам надо довести гаспачо до самого нежного состояния, поэтому мы его через сито сейчас пропустим, чтобы не было никаких шкурочек, комочков, чтобы он был нежнейший. Приступаем. Два наших летних блюда готовы. Наши легчайшие и прекраснейшие супы готовы. Пробуем? Конечно, конечно. А ты расскажи Ну, по поводу гаспачо, обязательно. как его едят Да, и у нас что это тут у тебя здесь целая такое. радуга. Да, Ассорти. вообще гаспачо можно просто пить из стаканчика. Особенно если его предварительно как следует охладить в холодильнике или даже бросить пару кусочков льда. Ну как? Бесподобный вкус. А если бы еще был холодненький. Вот. Но в Испании его обычно подают на стол с некоторым количеством добавок. Здесь у нас, Не только овощных, заметьте. да, здесь у нас нарезанный мелко огурчик, лучок, красный перчик, яичко, хамон мелко нарезанный, который наш сын называет испанский M&M's и очень любит. И обязательные сухарики. Кому что нравится. Мне, например, очень нравится добавить огурчики, немножко лучка, чуть-чуть перчика. Яички я не очень люблю. Обязательно хамона. Хамона можно Побольше, побольше. бери побольше. Да. И немножко сухариков. Вот. И теперь это уже можно Перемешать. перемешать и потреблять. А я, дорогие друзья, заправила мой холодный борщ яйцом и ложкой сметаны. Вы знаете, что в Литве в начале июня проводят целый фестиваль, который называется День розового супа. И вот мой розовый суп, такой красивый, с яйцом и сметаной, я сейчас буду пробовать. Ну как? Это просто бальзам. В жару. Холодненький. Вкусненький. Так, дай-ка я С возьму кислиночкой. ложечки.
Я хочу тебе дать попробовать. Остановиться невозможно. Я хочу тебе дать попробовать. Я попробую, ты ешь мой суп. Красота. Красота. Давай будем каждый день. А я предлагаю сделать 5-литровую кастрюлю, убрать в холодильник, и можно лакомиться. Так, а я Очень попробую ваш гаспачо. Все ложки. Ну как? Очень хорошо. Такой из-за чесночка слегка Уксус остренький. пикантный. Да. Все получилось. Так что Найсо. лето на дворе, Да. пробуйте. И готовьте впрок. Можно сделать на несколько дней, убрать в холодильник, и каждый день у вас будет чудесный, холодненький супчик, который доставит вам море удовольствия. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!